Тигренок умолял спасти его умирающую мать. Но вы только посмотрите, что сделал человек. Дорогие зрители, напишите в комментариях, где вы находитесь. Нам правда интересно узнать, из какого вы города. Приятного просмотра. В глухой тайге Дальнего Востока, неподалеку от хребта Сихотэ-Алинь, затяжная засуха и сокращение численности добычи привели к тому, что многие хищники оказались на грани истощения, и амурской тигрице, некогда мощной и грозной хозяйке этих мест, теперь приходилось сражаться за каждый прожитый день. Ее тигренку было всего несколько месяцев. Он еще неуверенно ступал по лесной подстилке, путался в корнях и листьях, пытаясь подражать матери и найти хоть что-то съедобное, когда внезапно в воздухе появился резкий, непривычный запах. Аромат сырого мяса, доносившийся из старой охотничьей ловушки, оставленной людьми и забывшейся среди деревьев. Тигрица мгновенно насторожилась, приподняла голову, уши ее прижались, тело напряглось, и, повинуясь инстинкту, она направилась к источнику запаха уверенными, но уже заметно замедленными шагами. Подойдя ближе, она осторожно ступила на прогнивший настил, и в тот же миг раздался глухой хруст, словно тайга затаила дыхание. Массивная металлическая конструкция сорвалась. Тяжелое дерево рухнуло вниз и придавило тигрицу к земле, ударив по плечам и груди. Ее голова резко дернулась, ударилась о камень, и сознание мгновенно погасло. Тигренок, стоявший чуть поодаль, вздрогнул всем телом, тонко пискнул и бросился к матери, отчаянно царапая лапками ствол дерева, пытаясь сдвинуть ловушку, но его силы были ничтожны. Его глаза были полны ужаса и непонимания. Взгляд метался, словно он не мог осознать, почему мать не поднимается, не отвечает, не касается его носом, как всегда. Он прижался к ее боку, пытаясь согреть ее своим маленьким телом, и замер, прислушиваясь к редкому сбивчивому дыханию. В это время из глубины леса донесся лай одичавших собак и далекие звуки других хищников, привлеченных запахом крови и беды. И каждый раз, услышав их, тигренок поднимался, выгибал спину и издавал слабый, но отчаянно решительный рык, вставая между опасностью и матерью. Тигрица не приходила в себя, ее дыхание было прерывистым, едва ощутимым, как тонкая нить, готовая оборваться в любую секунду, но время шло, а тигренок не уходил, потому что в его мире существовала лишь она, его защита, его жизнь. На рассвете следующего дня инспекторы охраны дикой природы получили сигнал о том, что взрослая тигрица перестала появляться на привычных тропах. Старший инспектор по имени Артем Савельев, много лет наблюдавший за амурскими тиграми, приказал группе двигаться бесшумно, чтобы не напугать детеныша и не спровоцировать агрессию. Когда они вышли на небольшую поляну, перед ними открылась тяжелая сцена. Тигрица лежала неподвижно, придавленная деревом, а рядом с ней, не отступая ни на шаг, сидел тигренок, грязный, дрожащий, но не сломленный. Увидев людей, он поднял голову и посмотрел прямо на них, и в этом взгляде не было ярости, лишь последняя надежда. Он не убежал, не попытался напасть, словно понимал, что только эти люди могут спасти его мать. Артем сразу осознал, насколько отчаянное положение, и тихо отдал приказ готовиться к экстренной операции. Инспекторы действовали осторожно, будто каждое неверное движение могло перечеркнуть шанс на спасение. Они принесли домкраты, тросы и металлические упоры, которые обычно используют для демонтажа завалов. Артем медленно заговорил спокойным голосом, стараясь удержать внимание тигренка и не напугать его, и тот остался на месте, не сводя глаз с матери. Один из инспекторов закрепил трос за крепкое дерево, другой осторожно подцепил конструкцию, придавившую тигрицу, и по сигналу Артема механизм начал работать. Металл заскрежетал, ловушка медленно приподнялась, осыпая землю и листья на полосатую шерсть,
И когда появилось достаточно пространства, двое мужчин осторожно вытащили тяжелое тело тигрицы и уложили его на ровный участок. Артем проверил пульс, дыхание, реакцию зрачков, затем ввел препараты от боли и противошоковое средство, стабилизируя ее состояние. Тигренок приблизился, дрожа, коснулся носом ее морды и издал тихий надрывный звук, и даже закаленные тайгой люди на мгновение отвернулись, чтобы скрыть эмоции. Тигрицу аккуратно поместили на носилки и доставили в реабилитационный центр недалеко от Владивостока, где ветеринары провели обследование. Рентген показал, что переломов нет, но мягкие ткани сильно повреждены, а организм пережил тяжелый шок. Ее уложили в теплый вольер, подключили капельницы и установили постоянный контроль дыхания, а тигренка разместили рядом, чтобы он мог видеть мать и не впасть в отчаяние. В центре царила напряженная тишина. Время тянулось мучительно медленно, пока спустя несколько часов веки тигрицы не дрогнули, и дыхание не стало глубже. Тигренок первым почувствовал перемену, тихо пискнул и прижался к решетке. Когда тигрица открыла глаза и увидела детеныша, он рванулся к ней, уткнулся в ее шею и терся мордочкой, будто боялся снова потерять, а она, еще слабая, медленно притянула его лапой. Никто не сказал ни слова. Этот момент говорил сам за себя. В течение следующих дней тигрица постепенно восстанавливалась, ее движения становились увереннее, взгляд яснее, а сила возвращалась вместе с желанием защищать своего детеныша. Тигренок не отходил от нее ни на шаг, словно был ее тенью. Когда специалисты убедились, что угроза миновала, Артем и его команда приняли решение вернуть их в дикую природу. Машина остановилась на краю тайги. Солнечные лучи пробивались сквозь кроны, и, когда дверцы открыли, тигренок первым шагнул вперед, затем обернулся и тихо позвал мать. Тигрица последовала за ним, остановилась на мгновение, обернулась и посмотрела на людей без страха, взглядом памяти и тихой благодарности, после чего они исчезли среди деревьев, а ветер прошелся по листве, словно завершая эту историю песней покоя. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.